Только что вот с этим молодым человеком у меня рождается YouTube. Мы едем в Эль-Каляфата и в Эль-Чалтен. И это первый кусочек, который я снял горизонтально. Поехали. Мы чекинились и спрашивали у друга моего, что в чемодане, там, пауэрбанки, не пауэрбанки. Он такой, не-не, ничего нет, есть только маты. И я стою рядом с ним, и она такая, типа, а ему нравятся маты? У них в самолет возят на нормальном автобусе. Кондуктор, кстати, сейчас за билеты будем передавать. Жесткий местный рассвет. И наша жесткая тачка. Каждый раз, когда мы с местными говорили, что вот я поеду сюда, в Дубак, и что у меня нет теплой одежды, все, без исключения, говорили, ну ты же русский. Мне приятно, что есть такой стереотип, но это уже не работает. Мне холодно. Sí, hace frío, está fresquito. Ya nos dieron el auto, estamos acá es un Toyota Etios. Está bueno, está muy bueno. Chiquito, pero está bien. Говорит, что холодно, да? Did you just say that it's cold here? Yeah. Okay. This the state where the Las Vegas is. So it's basically the same. Well, in that, I guess more even is the north because it's more like the Grand Canyon. More dry. Yeah, that looks so good. Ребят, если в жизни у вас все плохо, то, нет, как бы, вот тут есть, у Киндера дела намного хуже, чем у вас. Закупаемся, чтобы пить мате в красивом месте прямо сейчас. Туристический экспириенс жесткий происходит сейчас. Наконец-то. Это будет второй раз за месяц, когда меня наконец-то напоят жестко мате. И я этого ждал, на самом деле. Я не сделал этого сам, потому что тут надо что-то уметь. А я человек ленивый вообще, ну его нахер. То есть тут надо как бы и налить, что-то там, правильная температура и все такое. Нахер. Кофе пришел, взял, все, конец, победил. А здесь нужен профессионал. Вот со мной профессионалы, я в правильном месте. И сейчас покажу, где это все делать. Это просто... Как-то... камера совсем не передает вот это вот отсюда. Это очень красиво. Цвета какие-то вообще дурные. Время летит классно. Бессонная ночь позади. Внутри литры мате. Просто с этим пейзажем. Здесь абсолютная тишина. Сейчас, правда, машины едут. Но вот у меня есть видос, где просто звук есть, да, на видео, а ничего не слышно. Это трындец, здесь абсолютная тишина. Просто ничего нет и никого нет. Настолько здесь тихо и круто. Ждем Airbnb, время заселения. То есть мы прилетели сюда в 8, а заселение, вообще с 3. Мы там вроде как с часу договорились. И вот нам надо 5 часов что-то делать. Мы посидели в одной красоте, потом в другой красоте, поболтали, маты попили, печенек поели. Кайф, короче, мне нравится. Say hi to my Russian subscribers. Hello, buenas. Привет. Супер. Завтра, как положено, в отпуске. Ранний подъем, недосып. Настоящий отдых, короче. По коням. По коням? По коням. Едем заселяться. Вот квартира. Прихожая тут. Чильня. Здорово. Мауро поселился вот здесь. Уделил мне вкуснючую комнату. Сейчас будет я все. Бум. И проснулся свежачком. Поспал где-то даже 2:40 часа. Вообще с кайфом восстановился насмерть. Говорю. Он остался смотреть футбол, потому что сегодня его супер важная команда. Его главная команда сегодня играет. С какими-то с Уругвай ребятами, по-моему. И пропустить это как бы оскорбить божество футбольное. Мне это не так близко, поэтому пошел на разведку в район. У них еще культурная особенность во всей Аргентине, Это та причина, по которой я, возможно, не смогу здесь долгосрочно жить. Они очень поздно едят. У них вот как бы
встретиться в 9, там, поужинать или в 8, это оскорбление. У них некоторые рестораны только в 9 открываются. Это абсолютно нормально в 23:30 навалиться стейком огромным, там, чем-нибудь еще, пиццей какой-нибудь. Потом в 12:30 стоять в огромной очереди за морожкой и просто с полным пузом лечь спать. Для них это абсолютно нормально. Это типа, ну да, вот мы так делаем. И вот сегодня тоже, он говорит, типа, сейчас у него футбол, давай там после игры в 9 пойдем куда-то там покушаем и ляжем в 11. То есть, ну, предлагает, типа, в 10 навалиться там пиццей какой-то и все. Я такой, ну, я не хочу, у меня так не работает. Вообще не работает, что я как бы могу, я рад навалиться едой перед сном и лечь. Это в целом, в этом что-то есть. Но с учетом недосыпа вот этой ночи сегодняшней, с учетом раннего подъема завтра, это просто выстрел себе в ногу. То есть организм будет не восстанавливаться, а переваривать еду. Нахер оно надо? Вся эта подводка про еду, я пошел охотиться за едой. Сейчас я ее найду, принесу домой, скормлю Маура пораньше, и мы как бы не будем ложиться с полными животами. Ну или хотя бы с настолько полными не будем. Это же красиво. Это только первый день из 5. А я уже как бы на полчаса наснимал, мне кажется. Получится кино. Давай не будем ссориться с тобой. Он же вот как нехер может сейчас перелезть и меня прокусить. Да? Ну, мне кажется, у меня проблема. Не, нормально, я буду жить. Опять, как обычно. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Жесть. Все, навернули мороженого, попытались выгулять. Конец первого дня, бомба вообще. Ну, красиво. Сегодня день 2. Покушали вчерашней пиццы с маты. Сегодня едем. А что я буду рассказывать? Буду показывать. Мы едем здесь, ну, мы не смогли ехать спокойно, доехать 50 километров. Не получается. Слишком красиво просто. Дорога невероятная, просто вот такая вот, я не знаю, как это. Мы просто бесконечно делаем контент. Что это такое? Мы сюда едем, кстати. It was speed limit of 40. 40? Приехали. Сейчас начинается какая-то движуха. Не знаю, что ждать, кроме кучи кайфа и холода. Идем загружаться в маленькую лодку. Так, чисто морская прогулка. Это озеро какое? Озерная прогулка получается. Tenemos muelle, tenemos un área rocosa y vamos a estar aproximando el barco allí. Значит, это мой первый айсберг в жизни, который я видел. Вот это второй. Слегонца переобулся. Say hi, Привет. Окей. Все туда заглядывают и почему-то удивляются очень сильно. Сейчас станет очень интересно, что же там такое происходит. Это просто дыра. Расходимся. Музыки не хватает здесь нам. Развлекуха для пьющих людей здесь. Дают вискарь со льдом. Понятно откуда, да? Какая? Как вода под краном на вкус. Вот этот мы прям ждем, чтобы он упал. Но он не хочет. К сожалению, мы сегодня только слышали, как они падают, но не видели ни разу. Хотелось бы увидеть. Мы что-то оставим в следующий раз. Красиво, капец. ¿Te gusta? Impresionante.
Перфекто. Я вот только сказал это, короче, мы прошли 10 метров, и вот, не знаю, тут не видно. Короче, вот отсюда вот эти куски. Короче, случилось падение, но, конечно же, без съемки. И еще один. Не, мы сегодня точно везучие. Конечно, это невозможно снять. Ты идешь, и просто грохот, бум. Ну, это очень круто. This looks like a perfect place for a swim in a... Закончили. Ледник Перито Морено позади. Красиво, хорошо и уникально. Не было еще ничего подобного в жизни. Я не видел. Это первый ледник в жизни. Первый такой здоровый ледник в жизни тоже. И вообще это все ощущается как край света. Ну типа, все, дальше ничего нет. И ты когда представляешь край света, ты думаешь, что он будет, ну, очень холодный. Вот это где-то там на Северном полюсе. Вы в 15 куртках, термобелье и все таком. А сейчас на мне 2 слоя одежды уже. И нормально, хорошо себя чувствуется. Это как будто бы такая лайт-версия того же самого края света. Вот он. Все, дальше лед только. И это очень круто. На здоровье. Мы не взяли еду с собой. И, естественно, нас тут местные кормят. Такие просто узнали, что мы без еды. И у нас теперь есть бутерброд, печеньки и довольные лица у нас тоже есть, кстати. Так вот. Hey, bro. How you doing? Okay. Товарищ мой является самым общительным человеком на планете. Я достаточно социальный тип, но с какими-то элементами социофобии. Часто для меня с незнакомцем заговорить бывает стрессово. Иногда я заставляю себя, и всегда получается прекрасно. То есть уже было столько классных взаимодействий с незнакомцами, что кажется, что мой мозг должен был уже научиться запомнить, что незнакомцы это позитив, это всегда выхлоп какой-то. Но почему-то это не работает. И мне вот часто, чтобы заговорить с кем-то незнакомым, приходится прилагать усилия. Я прям такой, сейчас сделаю или не сделаю. Что тоже очень часто бывает. Этот тип, ему вообще так похер. Это типа внутри, это часть личности, да, то есть для него все люди вокруг это его знакомые, его друзья. То есть ноль переживаний, стеснений, сомнений. Просто иногда, чтобы выяснить какую-то вещь в аэропорту, например, нужно там дополнительно 20 секунд, чуть-чуть подумать, взглянуть там на табло, на что-то еще. Чуть-чуть. И даже вот он предпочтет не потратить эти 20 секунд, а просто любого человека рядом дернуть, сказать: подскажи. И это меня удивляет. Я на самом деле тоже хотел бы быть таким. Но я не такой. Возможно, это культурная штука, а возможно, это моя личная социофобия, которая откуда-то есть и все. И через которую я переступаю полжизни. В общем, я восхищаюсь и делюсь. С таким видом, кстати, это все происходит. Готовы? Мне кажется, это самое классное место за сегодня. Хотя вот, я уже на самом деле насмотрелся до того, как сюда приехал. Но вот сейчас я стою здесь, смотрю на это и думаю, что, наверное, это прям как вишенка на торте. Самый лучший кадр. Так, поехали. Оп. По-моему, лучше туалета не найти, как бы. Вчера, после трекинга, мы ехали домой, красивущая дорога, трындец. Хотелось постоянно снимать, но у меня в Штатах уже было такое. Я наснимал дороги на 2 часа в Штатах, поэтому здесь я уже усиленно себя останавливаю. Так, все, ладно, у меня есть кадр, хорош. Мы приехали, по пути остановились на озере, чуть-чуть попили молока и... Дальше дом, скинули вещи, поужинали вкусно, плотно, мощно. 2, 3. Vamos. Muchas gracias. Vamos. Остаток вечера общались много. Я уже ленился снимать, и не хотелось. Мы как-то в моменте просто жестко коммуницировали. Так и закончился отличнейший был день вообще.
Ночью шел дождь, что означает, что наше везение с погодой может уже заканчиваться постепенно. И мы начнем платить за наши супер кайфы. Потому что то, что мы видели вчера на леднике, это уникальная погода. Все гиды, которые там с нами были, говорят: чуваки, вы не понимаете, вам типа жестко повезло. Обычно сильно больше ветра, холодно, облачно, а тут прям чистое небо, солнце освещает этот ледник. Короче, мы в жестком кайфе. Надеюсь, так дальше будет. Дождь был только ночью, пусть он ночью и идет. Мы ночью никуда не ходим, мы ночью спим. Все, сейчас мы маты, завтрак, садимся в машину, едем в соседнее село на дискотеку. Для контента захожу в окно. У них есть вот такая штука, называется сэндвичи демига, типа без корочки. И это вкусно, они мягкие. Я люблю корочку, все любят корочку, мне кажется. Но в этом что-то есть точно. А еще мы не просто так на бампере сидим. Как дела? Редко ты можешь услышать тишину. Там всегда у тебя там либо музыка в ушах, либо музыка дома, либо какие-то шум улиц, людей. А здесь прям ничего. Ну вот там вдалеке машина едет, сейчас ее будет слышно. Но это очень непривычное тихо. И, наверное, это то тихо, которое вот нужно. Тогда то тихо, когда голова отдыхает. Наша новая хата. Заходим. Блин, чуть не поломался. Что-то подустали. 3 часа примерно ехали. Пасмурно еще. Когда пасмурно, хочется спать. Вот так вот. И мы сегодня сделаем какой-то мини-трекинг. А завтра жесткий на 10 часов. Такой план. Сейчас мгновенный рум-тур. Технология. Окей. Тут хата серьезная, конечно. 2 этажа. Я так понял. Туалет, спальня 1, спальня 2 там. Вот такая спальня у меня. Там вот прихожая. Вид, жесткий вид. Понял. Смотрим с другой стороны. Оп. Все. Вид заценили. Вот это Эль Чалтен. Пожалуйста. Конец. Мы стартуем. По коням. Стартуем по коням. Если я правильно понял, то мы его чешем вот так, куда-то вот туда. Там вот люди видны. Собственно, старт пути. Снова хочется снимать каждый шаг свой. Красиво, красиво чешем. Все бомба. Милка шоколадки, знаете? Здорово. Как дела вообще? Заканчивается 3-й день лютого отпуска вообще. Вкусно поел. Бомба. Но самым вкусным была концовка посещения этого ресторана. Хочу это тоже оставить на память в этом видосе. Не так часто происходит, к сожалению. Но может, вот как раз благодаря тому, что я сейчас это публично скажу, девчонки будут чаще так делать. Короче, в конце, вот все, мама отходит в туалет. Я остаюсь один за столом. Подходит официантка. Классная она была вообще. Смотрел, не мог глаза отрывать от ее улыбки. Подходит, говорит: от тебя. На английском. Я еще не знаю, что это. Какую-то бумажку положил. Я не сообразил. Дурак, блин. Вообще не понял сначала ничего. Ну, я тоже там как раз воспользовался случаем, дал комплимент. Еще не знаю, что в бумажке. Вот, а потом открываю бумажку, а там мой Инстаграм. Такой, так приятно вообще. Просто песня, я не знаю. Мелочь же. Да, ничего делать не пришлось. Но вот
просто из-за того, что это редко, непредсказуемо, невероятно, настроение повысилось. Не знаю, вот, ну как бы, чем заканчивается эта история. Ну, это в любом случае за кадром останется. Но просто классно. Это такой, знаешь, вишенка на торте. В общем, сейчас готовимся ко сну. Время 10:30. В 6 утра будем где-то просыпаться, чтобы в 7 утра уже сидеть в машине. Мы в дерьме. Идем в горах без гида, без маршрута, толком. Нам таксист объяснил. Короче, все, чуваки, идете вот по этой дороге 10 минут, потом там направо, потом вот туда-то, туда-то. Ну и нормально, дойдете, короче. Unas 10 minutos para allá, vas a ver los senderos están re hundidos. Y hay un cartel que dice Sendero a la Laguna Austral a la izquierda. Ok. Тут красиво, ветрено, рассветно. И самое прекрасное то, что здесь только 2 человека находятся пока что, которые неадекватные, встали в 6 утра, чтобы миновать толпу. Ты просто голову поворачиваешь. Точнее, не вот так. Было сначала вот так. Мы такие, о, остановились, фоткались. 2 шага проходим. О! По понятным причинам контента стало поменьше, потому что руки заняты палками. Но вот тут, как бы, грех было не остановиться, да? Наверное, хватит уже, да, себя снимать. Надо просто показать природу нормально, по-человечески. Халява на плоскости закончилась. Теперь херачим наверх. Палки есть, конечно, вопросов нет. Красота есть, еда, вода есть, силы есть. Ну что, чуть желания сюда идти нет вообще. Хочется чуть-чуть, хоп, и телепортировался. Красиво там сзади, да, хотя бы вы посмотрите. Мне тут надо под ноги. Сейчас вспоминаю Индонезию. Чешем наверх. Жесткий уклон, камни. Пот на лице. Все в ахере. Просто жестко наверх. Пауза на раздевание была сделана. Потому что сколько можно это терпеть уже, правильно? Влажность это. Но мы еще пару часов назад, ну или не часов даже, были где-то вот там на реке, переходили ее, где-то мостик. А вот мы уже здесь. Вот так вот это выглядит. И нам наверх, к ребятам, куда-то. Фиксирую лицо. Но пахнет победой уже скоро, кажется. Вот обратно вот этот. Надо не думать, нельзя думать про обратный путь. Надо быть в моменте. I'm out of words. Вот так вот. Ничего. Показываю ради всего. Ради всего святого. Смотрите внимательно. Показываю ради всего. Показываю ради чего все это было. Так это выглядит. Здесь как бы должен быть Фицрой, да, но он пока отдыхает. Вот озеро здесь. С другой стороны тоже жесткий кайф, азиатский. Я еще планирую потом вот сюда и где-то сюда спуститься тоже. Но мы тут надолго, жестко чилиться сейчас будем. Кайф, ну как бы, да, есть такие флешбеки Агунга индонезийского по сложности. Ну такие флешбеки Агунг, конечно, больше забрал силы настроения, особенно во второй раз. Вот. Ну и мы в лучшей форме сейчас, правильно? Обидно. Это как Дженга, да, получается? Вот они. Кто-то проиграл. Вот здесь вообще
Как это работает, я в шоке. Ну, короче, очень классное место, и мы же еще не все посмотрели, да? То есть вот есть только вот это озеро за мной, за холмом есть еще одно озеро, на которое мы тоже пойдем. Я слышал, что с него виды вкуснее, то есть все типа здесь такие чилятся, йоу, мы успокоились. Но кто-то, кто шарит, идет немножко еще страдать, и там должна быть какая-то награда. Ну, мы посмотрим, я все покажу. Мы поточили бутербродов, я выпил безалкогольного пивка, мате, нафоткались. Тоже процесс фотосессии серьезный. Жалко, конечно, ну не то чтобы жалко, на самом деле абсолютно не жалко. Но вот прямо за мной, да, где-то вот это тот самый гора Фицрой, да, здоровенская. На нее нельзя подняться туристу, надо быть профессиональным альпинистом, чтобы там побывать. И вот она пока что стесняется. За облаками этот пик попсовый. Но мы можем с этим жить абсолютно точно. Но, конечно, цвета, красота, да и вообще локация там. Как это вот так это выглядит? Без моего лица. Это просто бомба. И люди там все тусуются. Так, забыли предыдущий видос, который я говорил, типа, вот зачем это все. Ну, во-первых, классно, да, красиво все. Ля-ля, тополя. Но Я. Не, ну это уникальный экспириенс, короче. Это трендец. Ну, что я хотел показать изначально, так это вот. Два озера разных цветов. Фицрой выходит из-за облаков уже близко. Тут еще вот эта вот херня падает жестко с грохотом. Уникальнейший экспириенс, просто трындец. А вот эти ребята не видят, они думают, что вот они молодцы. Туристы. Нет, мы туристы. Вот что такие цвета имеются здесь. Обалдеть. Извините. Почему мы залипаем в водопад просто? Потому что это водопад, который там с ледяными кусками. Жесть. Здорово. Вот буквально минут 10 назад здесь было 4 людей на этой локации. Ой, потом допизделся, по-другому нельзя это назвать в целом. Вот так. Пока мы тут поднимались, настроили Дженгу посерьезнее. Жесть. Поехали. Задумался, что спуск обычно никто не показывает, мне все впадло. Я думаю, ну как я не покажу? Надо показать. Вот так идем, страдаем. Виды вообще игнорируются, потому что, ну, ты смотришь под ноги, какие нахер виды. С палками тут двигаюсь. Все. Немножко контента, да? Да. Свободен. Сейчас намного вкуснее, то есть это не назвать водой из-под крана, это уже прям серьезный деликатес, между прочим. Кайф. Сколько можно вот уже есть? Снимать тут всякие пейзажи, лицо свое. Непонятно. Такие движения. А он говорит, что это самое лучшее, что он вообще, что он видел в жизни, вот наш трип. И да, очень круто. Я думаю, что вот это вот, это то, что ты видишь, когда гуглишь слово Патагония. Это то, что за мной сейчас. Мне кажется, может быть, там сезон отличается, но примерно так и выглядит. Правильно? Здорово. Мы могли бы просто по прямой возвращаться домой. Но нет, конечно.
Есть еще вариант был зацепить озеро. Вашему вниманию, озеро. Классно, тихо, спокойно. Опять нет туристов, вообще никого. Мы сейчас, я думаю, здесь упадем, доедим бутерброды, которые у нас есть. Будем пилить домой. У нас -1, мне кажется. Все, потеряли бойца. Все, это победа. Смотри, сколько здесь есть вообще других вариантов. То есть ты приходишь сюда, и здесь тебе говорят, направо пойдешь, налево пойдешь. Ну, в общем, победа. Я рад, что есть ресурс, многие тянут нагрузку. И не всем доступна такая активность, соответственно, такие пейзажи. И что болтать? Короче, движение, жизнь. Замер, помер. Конец. Ну, кстати, вот когда все это закончилось, нам еще до дома пились на пару километров. Вот мы уже в городе идем, типа по земле. Организм такой, ага, все, мы выжили. Давай отключаем все системы. Так валит, сейчас начинает все болеть, просто ноги, стопы, бедра. А этого всего не было вот буквально 10 минут назад. 10 минут назад ты идешь, думаешь, нихера себе тигр вообще, как так? Просто все слишком хорошо. Сейчас чувствуется. Новость номер 1. Возможно, я поджарил себе лицо на сегодняшнем хайке. Новость номер 2. Я пришел в пицца-место, в котором 5-0 и более 6 сотен отзывов в Гугле. И все здесь говорят, что очень вкусно и нужно пробовать. Мой аргентинский товарищ сказал, что он сегодня хочет мяса, и я не смог его убедить. Ну и я его понимаю, я с ним пойду в мясное место потом тоже. Просто не буду есть, скорее всего. Или не буду, но не буду так много, посмотрим. Но я планирую, как обычно, сейчас упороться жесткой едой, пивом. И закончить этот потрясающий день. Следующий день. Мы проснулись, улыбнулись. Поели и приехали смотреть, как вода падает. Я готов, я посмотрел. Я вот такой турист, который приезжает на точку, вот водопад, все, поехали, я готов. Мне не надо здесь тупить. Absolutely perfect. Wow, good one. Пять дней, как маленькая жизнь на самом деле. Очень быстро прошли, но очень много всего осталось. Не знаю, как-то наполнился плотно. Нужно сейчас как-то вкатываться. Уже завтра надо работать. Завтра еще переезд на новую квартиру. Но ничего, работаем. Очень классно. Мы сейчас едем еще на дороге. Эти животные классные, похожи на альпак. Я вот не знаю, как это называется. Сейчас надо загуглить. Не потом, ладно. Короче, в пути очень много животных. Прям близко к дороге. Они здесь так же популярны, как у нас, я не знаю, в полях коровы могут легко пастись, да? И вот мы едем, и я на них по пути туда смотрел, по пути обратно. И такие милые, классные вообще. И они, доступные, как будто бы они очень близко к тебе, прям на дорогу могут выбежать. И в какой-то момент я говорю Мауро по пути, мол, классное животное, блин, вообще красивущее, капец. Он говорит, ну да, ты вчера, кстати, ел одного из них. Я такой, в смысле, что? А мы ели вчера там, были в мясном ресторане, и как стартер нам дали эмпанадос, это местные чебуреки, грубо говоря. И это был эмпанадос с этой вот прекрасной животинкой. Просто это забавно, что я вот так умилился с этих созданий, и не зная, что я их уже ел, на самом деле. Это просто очень смешно, я усыкался в тачке, невероятно. What's the name of this animal? Guanaco. Guanaco? Guanaco. Guanaco. У нас это будет сейчас загуглим. Ламы это лама. Ну, то есть вот есть гуанако называется, но это как представитель семейства лам.
В общем, ламу я поел вчера, и это, блин, грустно и смешно очень. Но это было и вкусно, кстати. Видео, right? Good.